Привет всем! Я рада видеть вас на своем канале, и в этом видео мы будем делать текстуру, похожую на бетон. Мне дико понравилось это изображение, такой дизайн будет классно смотреться и с темно-серым гель-лаком, и со светлыми оттенками, но цвет втирки тоже можно подобрать, какой вам нравится больше. Это может быть золото, бронза или серебро. В Instagram был совсем небольшой отрыв за золотой вариант, и именно его сегодня мы и будем повторять. Я уже выполнила маникюр и буду наносить базу. Сначала я наношу тонким слоем по всему ногтю, далее набираю материала больше и делаю выравнивание. После базы я снимаю липкий слой и буду наносить глянцевый топ там, где будут золотые участки. Можно поменять последовательность и немного сократить время работы. Например, нанести втирку уже на серый гель-лак и обвести ее глянцевым топом. Но мне удобно рисовать именно по втирке, и к тому же цвет втирки на сером фоне будет темнее, чем чистая втирка на базе. Убираю лишнюю втирку мягкой кистью и подпиливаю торцы. Затем перекрываю втирку топом и убираю уже все лишние блестки с ногтей. Основной цвет я буду смешивать, мне хочется получить темно-серый цвет, и для этого, конечно же, я смешала черный и белый лак. Рисую сначала такой неровный контур по втирке и затем уже заполняю весь ноготь. Основной цвет я наносила в один слой, цвет немного просвечивал, но это потом перекрылось текстурой, которую мы будем делать далее. Для текстуры я буду использовать белый лак, светло-серый и наш основной цвет. Можно еще добавить черный. Эту текстуру можно делать гель-краской, тогда она будет более четче, в отличие от гель-лака. Но саму текстуру я буду наставлять на ногти с помощью обычной губки для мытья посуды. Можно еще использовать аэропуффинг или любой другой спонж. Я нарезала себе небольшие кусочки и набираю гель-лак. Чтобы не понаставлять сразу яркие пятна и не залить весь дизайн, мы делаем пару проб на палитре. Таким образом мы убираем лишний гель-лак. Рисуем мы что-то похожее на бетон. У меня уже было видео, где я показывала 5 способов, как рисовать текстуру бетона. Кому интересно, пересмотрите, ссылку я оставлю в описании. Может, вы решите этот дизайн выполнить совсем по-другому. Если что, все способы из того видео сюда отлично подходят. Текстуру я добавляю только на серый цвет. Конечно же, губкой неудобно работать у кутикулы, по бокам, возле втирки, но в таких местах можно будет потом дорисовать текстуру кистью или апельсиновой палочкой расставить пару неровных точек. Я пока захожу и на втирку, и на кожу, просто перед просушкой я уберу все лишнее.
Перекрываю дизайн глянцевым топом, делаю выравнивание и затем перекрываю матовым топом. И если ваш матовый топ искажает цвет втирки, я об этом говорю уже в каждом видео, то не заходите на втирку топом, обводите матовым топом вокруг втирки. После моего топа втирка не теряет цвет, поэтому я перекрываю ноготь полностью, и потом я уже обведу втирку глянцевым топом. И заодно вы увидите, как выглядит этот дизайн в матовом варианте. Так как большой ноготь все уже видели, а у меня пропадает давно еще одна идея с такой текстурой, я покажу ее вместе с этим дизайном. Я нанесла светло-серый цвет и снова наставляю нашу текстуру. Какие цвета я использую, вы видите: белый и темно-серый цвет. В этом дизайне будет надпись, поэтому я примерно представляю, где она будет, и наставляю туда только светлый гель-лак, чтобы надпись не потерялась и была видна. Перекрываем ноготь топом или базой, просушиваем и переносим в слайдер. Еще немного добавляю текстуры и перекрываю ноготь топом. На глянцевый топ я наношу втирку, затем убираю лишние блестки и обвожу втирку густым топом. Я рисую максимально неровные кривые линии и еще наставляю пару капель топа. Просушила топ, убираю лишнее и перекрываю матовым. Втирку я продублирую глянцевым топом. Если хотите, чтобы эти линии были еще более объемными и выделялись, можно еще раз на топ нанести втирку и снова обвести глянцевым. Тогда золотой цвет будет гораздо ярче и насыщенней, и будет виден объем. Такой дизайн у меня сегодня получился. Пишите, как он вам. Я буду ждать ваши комментарии и ваши работы по этому мастер-классу. Для этого публикуйте фото в Instagram с хэштегом Карина Корн. Мне всегда очень интересно, что же у вас получается. Ну а на сегодня у меня все. До скорого в новых видео. Пока-пока.